Все, поехали. Рекординг. Да. Ну что, по старой доброй традиции приветствую всех друзей канала Алга Петербург, но не из нашей студии, а из Турции, город Алания. Вань, большой тебе тоже привет, как там у тебя дела? Друзья, всем салем, дела отлично. Саш, а я хочу начать с комментария, который, наверное, самый важный комментарий на нашем канале за всю неделю. Ну давай. Может быть, даже за две. Гульмира СТ пишет: ребята, кажется, вообще не читают комменты. Пишу больше года, ни разу не отметили. Ну, ты, Ваня, исправил там ситуацию, поставил лайк, сердечко. Да, и поэтому, уважаемый Гульмира СТ, мы отмечаем ваш комментарий. Мы читаем все комментарии, и на некоторые даже успеваем ответить. Но каждый ваш комментарий не проходит мимо наших глаз, так что не переживайте, они доходят прямо по адресу. Слушай, Ваня, а я сейчас смотрю на тебя и что-то не понимаю. Мы же сегодня с утра с тобой созванивались, ты вообще где-то в лесу был, показывал мне море, лес, сосны, а сейчас уже в студии находишься. Это ты как так быстро переместился? Да, Саша, у меня было сегодня невероятное путешествие. Первое велопутешествие в истории Алга Петербург. Серьезно? Далеко Я уехал? доехал, представляешь, доехал до моря. И, до Балтийского моря. То есть, это тоже же море, можно считать. Тем более, что я уверен, что лет 300 назад петербуржцы, еще как раз только Петербург был очень молодой, они там отдыхали, гуляли, жарили шашлыки, наверное, может быть, какие-то романтические прогулки там осуществляли. На карете, знаешь, приедут, и кавалер с дамой прогуливаются. А знаешь, как я решился? Дело в том, что я очень давно хочу отправиться в путешествие, уже несколько месяцев об этом думал, и я заметил, что каждый раз, когда я тебе говорю, что я собираюсь в поездку, я жду, когда будет хотя бы без дождя, там такая погода более-менее сухая. Я тебе только скажу, что я собираюсь в поездку, и сразу дождь на следующий день, на целую неделю. И в этот раз я решил немного погоду обмануть. Я вышел из дома и такой: я в студию, а сам хоп, и развернулся и поехал в другую сторону. Я не знаю, еще не посмотрел, сколько километров, наверное, может, километров 50 маршрут мой составил, я точно не знаю. Но суть в том, что в этот раз поездка удалась, и это была первая поездка в истории канала Алга Петербург. И я сделал репортаж об этом на нашем новом канале «Эхо жизни». Да, я думаю, что немногие наши друзья успели отследить эту новость. Дело в том, что у нас появился новый канал под названием «Эхо жизни», и там сейчас регулярно выходят выпуски о моих приключениях в Турции, о моих знакомствах, общения с братьями-казахами. Поэтому всем, кому интересна тема путешествий, знакомств, смело переходите туда, подписывайтесь и смотрите отличные выпуски. А я, ты знаешь, Вань, мне кажется, я почувствовал сегодня, что ты поехал на велосипеде и тоже взял сегодня в аренду велосипед впервые за месяц пребывания в Турции. Поехал тебе навстречу, отъехал 10 километров и устал. Устал от жары. Солнце настолько палящее, что вон аж, видишь, усы отвалились, борода отвалилась. То есть по такой жаре, Вань, далеко здесь не уедешь. О, Саша, у тебя там, я вижу, Аркадаш на заднем плане появился. Да, он что-то ругается. Ага. Видимо, там какие-то работы идут. Сегодня, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что в Турции большой-большой праздник. Кто понимает сейчас турецкий язык, нам переведет, о чем тут идет речь. Надеюсь, там все в рамках культурных обычаев нашего канала. Так вот, сегодня в Турции большой праздник, очень многие магазины, вообще, в принципе, все закрыто, и город очень красиво украшен. Оказывается, сегодня проходит праздник День защиты детей вместе с празднованием национального суверенитета страны. Вообще в Турции, я, оказывается, узнал, что очень модно, когда в один день совмещаются сразу два торжества. Если бы не сегодняшняя пандемия... Саша, он полез за борт. Ты уверен, что... Кажется, у нас сегодня будут экстремальные кадры, наконец-то. Слушай, ему, по-моему, нужна помощь. Ты спроси, Наслсенс, Аркадаш, Наслсенс, спроси, все ли в порядке у него. Сейчас. Может быть, скажи ему,
помнишь, как в этом фильме Бен это Данила, I need help. Спроси у него, do you need help, my friend Аркадаш? Я сейчас не буду Может, его отвлекать. Дело в том, что сейчас вообще все больше и больше людей прибывает на крышу, потому что действительно в Алане наконец-то пришла жара. Часть людей сейчас находится у моря, купаются, загорают, а вот часть более ленивых вышли туда на крышу и сейчас, мне кажется, будут плескаться. Поэтому, судя по всему, мне надо немножечко переместиться, чтобы вам было хорошо меня слышно. Саша, а пока ты перемещаешься, я вот расскажу, что появилась интересная новость на нашем канале Алга Петербург. Она появилась. Это новость о том, что наш друг Иманбек из города Аксу подписал контракты сразу с двумя компаниями из Голливуда, и это очень крупные компании, и теперь они будут представлять его интересы в Америке. Это очень отличная новость. Ты знаешь, мне сейчас сразу вспомнились те люди, которые писали у нас в комментариях под роликами, когда мы говорили о том, что как было бы здорово, чтобы Димаш получил Грэмми, и мы ему всячески этого желаем, а многие писали, да зачем Грэмми, зачем эта премия, кому она нужна? А вот оказывается, только в тот момент, когда Грэмми находит своего обладателя, сразу на него обращают внимание все мыслимые и немыслимые специалисты, организации. И, как видишь, я думаю, что это принесет очень большой толчок в творческом развитии Иманбека, потому что сотрудничество с крупными лейблами, крупными компаниями дают автоматически мировую известность. Поэтому я всячески желаю этому парню удачи. Пусть он продолжает писать классную танцевальную музыку, потому что, ну что, греха таить, я тоже люблю иногда потанцевать. А ты слышал уже, у него новая песня появилась с Шоном Полом? Нет еще. Я тебе хочу сказать, что я вот вообще никогда такую музыку не любил, не слушал. Мне всегда нравилось что-нибудь типа Металлики, например, там, ну или даже что-нибудь потяжелее. Вот последние 3 года я вот прочувствовался, распробовал классную музыку. Вот после знакомства с Димашем я начал слушать и классику. И там, когда Димаш сказал про то, что он слушает Эминема, я послушал и Эминема тоже. Хотя Эминем мне тоже раньше никогда не нравился. И вот сейчас, когда Иманбек начал делать вот песни, одну за другой я начал слушать, и они такие цепляющие. То есть то, что он получил Грэмми, это, ну, нельзя сказать, много комментариев, что вот повезло парню, молодой парень, там, 2 кнопки нажал, песня вышла, он, ну, типа, получил Грэмми за просто так. Но на самом деле у него есть вот этот талант, когда он может делать песню вкусной. Примерно то же самое, что делает Димаш, потому что Димаш любую песню берет, меняет, и она становится, у нее появляется новая жизнь. А Иманбек берет песню на компьютере, меняет ее. Димаш меняет голосом, меняет своим посылом, подачей, меняет аранжировкой, потому что он еще придумывает аранжировку. Иманбек, он то же самое делает, но он как в конструкторе на компьютере меняет песню и выпускает, и она получается вкусной. Кстати, мы сейчас заговорили о том, что Димаш тоже меняет песню. Слушай, Димаш же встретился с автором песни «Я люблю только тебе». Да, его зовут Александр Пономарев, это народный артист Украины, певец, продюсер, и мы делали об этом новость, но тогда было все, знаешь, помнишь, непонятно. Появилась какая-то фотография, и до конца не было понятно, то ли это сотрудничество, то ли это просто знакомство. А я почитал небольшую статью в «Вести Украина», и там как раз очень подробно Александр рассказывает о том, что действительно сейчас идет общение с Димашем о том, что может ли он исполнять вот эту песню «Я люблю только тебе», и идет именно такие договорные отношения, как сказал Александр, такие дебаты по поводу того, как правильно подать эту композицию. И я думаю, что этот момент будет решен. А по поводу сотрудничества тоже был задан вопрос, идет ли сотрудничество между Пономаревым и Димашем. Он сказал, что пока было только лишь знакомство с техническими, я так понимаю, возможностями. Ведь мы знаем, что, оказывается, студия Александра Пономарева является самой крутой студией чуть ли не вот в Европе, потому что очень крутое оборудование, и многие записывают свои песни именно там, в его студии.
Поэтому будем надеяться, что сотрудничество все-таки случится, и мы услышим не только композицию «Я люблю только тебе» в каком-то новом, может быть, варианте, но и какую-то совместную песню Димаша и Александра Пономарева. Я, Саша, сразу хочу вот предупредить уважаемого господина Пономарева о том, что вот сотрудничество с разными именитыми продюсерами и композиторами мы знаем. Нам пока что нравится больше всего сотрудничество с Игорем Крутым. Есть еще сотрудничество с Уолтером Афанасьевым, но пока что это не самый лучший пример, поэтому хотелось бы, чтобы быстрее дошли до какой-то договоренности. Там, кстати, я так понял, что это не финансовые вопросы, а творческие, правильно? Да, да, именно творческие вопросы. Творческие люди, они же, ты знаешь, у всех свои есть и амбиции, и свое видение, поэтому я думаю, именно поэтому и Уолтер Афанасьев с Димашем тоже, мне кажется, очень долго идет творческое согласование того, как должна выглядеть песня, которую они вместе пишут. А ты знаешь, у меня тут случилось знакомство с друзьями из Украины, и я даже их пригласил сюда в гости. Мы встретились на базаре, так получилось, что я снимал одну девушку, которая выбирала себе то ли сланцы, то ли обувь, и ее парень говорит: «О, кажется, ты попала в YouTube». Она так обернулась, смотрит и видит, что я ее снимаю. И мы разговорились, познакомились. Оказывается, это ребята из Украины, которые приехали сюда отдохнуть и должны были прийти ко мне в гости. И мы долго договаривались о том, как это будет. И так как у ребят нет интернета здесь, нет карточки, у них интернет только в отеле. И они мне из отеля написали: ну все, мы выходим, встречаемся у Мигроса. Мигрос – это местный супермаркет, такой, как у нас, там, Лента, Пятерочка и так далее. И вот ровно в 11 я подхожу к Мигросу, полчаса прождал, никого нет. Возвращаясь обратно, смотрю, мне уже написали о том, что мы тоже полчаса простояли у Мигроса. Оказывается, два Мигроса находились рядом, буквально в дистанции 100 метров друг от друга, и мы так и не смогли встретиться. Поэтому сейчас веду переговоры о том, чтобы повторить эту встречу. Надеюсь, что все случится, и мы пообщаемся как раз с прямиком ребятами, которые живут в Украине. И я думаю, много расскажут и про Александра Пономарева. А самое главное, я узнаю, знают ли они Димаша или нет. Кстати, Игорь Крутой, он тоже с Украины? Или как? Да. Он из Украины. Он, правильно говорить, из Украины же, да? Да. Я, знаешь что, хочу сказать, так классно, что столько классных композиторов вот сейчас работают с Димашем, и я думаю, что нас ждет такой айтыс композиторов. Пока что выигрывает Игорь Крутой. Да. Вот будем смотреть, как теперь Уолтер Афанасьев и Александр Пономарев будут отвечать. Саша, наверное, на сегодня хватит, да? И нам нужно прощаться. Под конец похвастаться своим головным убором, который мне подарили на Бешбармаке у наших братьев-казахстанцев. Совсем скоро должен появиться фильм на канале «Эхо жизни», поэтому не пропустите эти потрясающие посиделки. И добро пожаловать на наш новый канал. Следите за новостями на канале «Алга Петербург» и за приключениями на канале «Эхо жизни». Я уверен, что хорошее настроение всегда будет с вами. Всем большое спасибо за эту беседу. До свидания, пока и до новых встреч. Всем пока.